Российскую оппозицию за рубежом, в частности, и политизированную общественность в целом, часто винят в искаженной оптике. Дескать, далеки мы от народа, нам все мерещится, что у Путина и его режима куча проблем, а он живет себе радостно. Народ всем доволен, и в таком режиме легко протянет как минимум до смерти вождя. Такие претензии, конечно, имеют под собой основания. Любой человек, глубоко погруженный в тему, прекрасно видит каждое дерево в лесу, но не видит весь лес. А что, если мы ошибаемся? Но ошибаемся не так, как можем предположить. Что, если оптика у нас искажена в другую сторону? Мы с вами думаем, что общество привыкло к войне и устало от нее. Но что, если это мы привыкли и устали? Мы через себя пропустили все эти 600 с лишним дней, начиная с Бучи и заканчивая рейдом Пригожина на Москву. Может, это у нас толерантность к кровище достигла такой запредельной степени, что мы просто не можем адекватно воспринимать реальность? Российское общество в массе своей не живет в режиме ежедневных сводок. Возможно, последствия начинают докатываться до него только сейчас. Появляется усталость и раздражение. Что если мы смотрим замыленным взглядом и не замечаем очевидного? Прежде чем начнем, две вещи хочу напомнить. Во-первых, у нас есть сайт Relocats, там много полезной информации для тех, кто думает о переезде в другую страну. По 45 странам мы собрали много информации. Во-вторых, завтра у меня живое выступление на Кипре, а в конце месяца в Амстердаме и Вене. В Амстердаме и Вене мы открыли льготные билеты для студентов и беженцев, и еще вообще билеты подешевле. Все ссылки в описании. Так вот, что если мы не замечаем очевидного? Например, нам кажется, что российская сторона как-то научилась воевать. Что они ухитрились избежать второй волны мобилизации и при этом удержать фронт. Наступать у них по-прежнему не получается. Но этого от них никто и не ждал. При этом худо-бедно удается удерживать захваченные позиции, а для этого надо много солдат. И даже если держать людей на фронте до последнего, не приводя никакой ротации, то все равно на место убитых и покалеченных должны вставать свежие силы. Одновременно мы знаем, что российская армия активно рекрутирует зэков. Но почему-то чисто интуитивно кажется, что это не самое масштабное явление, что формируются какие-то штурмовые батальоны, что выгребание заключенных из тюрем десятками тысяч закончилось в феврале этого года, когда из колоний прогнали Пригожина. Да, мы регулярно слышим, что всякие выдающиеся душегубы, у которых в анамнезе несколько трупов с расчлененкой, выходят на свободу. Ну, не выпустит же российская власть на волю всех убийц, что есть в наличии. Не может же она быть в таком отчаянии. И тут Екатерина Шульман дает наводку на цифры, которые приводит замминистра юстиции. Если верить этим цифрам, то у тех, кто ведет войну, все неплохо, а очень плохо. По состоянию на 1 марта 2022 года в исправительных колониях России содержалось 351 тысяча человек. Именно эти данные можно считать референтной точкой. Они последние довоенные данные, еще никакой Пригожин по зонам не пошел, а все остальные факторы, типа пандемии коронавируса, уже исчерпали себя. Последняя амнистия в России была объявлена постановлением Госдумы к 70-летию Победы в 2015 году. Закон, вводящий норму «день в СИЗО за полтора в колонии», вступил в силу в июле 2018-го, и связанный с ним пересчет сроков тоже расчистил учреждение ФСИН. Но с тех пор не было никаких глобальных либерализаций, декриминализаций и прочих оправданий какого-то массового оттока людей из мест заключения. Так что это хорошая отправная точка. Уменьшалось ли население российской пенитенциарной системы в целом? Да. До войны мы много об этом говорили. Россия оседлала всемирную волну великого снижения преступности. Во всем мире, начиная с конца 90-х, люди дружно решили меньше убивать, грабить, насиловать и вообще причинять зло себе подобным. Наркотиками меньше торговать не стали, даже больше стали торговать, но это уже другая история. Ну, то есть, начиная с конкретного десятилетия, статистика преступности во всех странах пошла вниз, а насильственной преступности прямо очень резко вниз. Причин в точности никто не знает. Кто-то ссылается на общемировой рост благосостояния, как следствие снижения преступности ради куска хлеба, кто-то на компьютерные игры, позволяющие молодым людям направлять агрессию в мирное русло. Кто-то обращает внимание, что к тому времени многочисленное и беспокойное послевоенное поколение, как раз те, что у нас в Кремле сидят, перешло отметку в 50 лет и подуспокоилось.
Кто-то видит причиной общественный прогресс, сделавший прежние стереотипы о мужественности не столь актуальными. Общество больше не подталкивает подростков и молодых людей к экстремальному поведению. Кто-то кивает на технические новинки, и действительно, на рубеже веков камеры наблюдения могли себе позволить уже не только банки и ювелирные магазины. А заниматься преступной деятельностью, если в городе камеры висят как грозди винограда, дело хлопотное. Сегодня же очень сложно всерьез от кого-то спрятаться. Наружка лежит прямо в твоем кармане, телефон каждую секунду сообщает всему свету, где ты находишься и чем ты занимаешься. Вероятно, причиной снижения преступности не является ни одна из ранее перечисленных тем, скорее все разом. Просто количество позитивных перемен перешло в качество. По российской статистике это вполне заметно. В 2006 году в колониях содержалось 677 тысяч человек, что без малого вдвое больше, чем те 351 тысяча, о которых мы говорим в марте 22-го. Ну а несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях вообще почти не осталось. 821 человек на всю страну. Это все реальные позитивные общественные перемены, и в целом это замечательно. Но если верить замминистра юстиции, то за минувшие 20 месяцев население колонии уменьшилось на 85 тысяч человек с 351 тысячи до 266 тысяч. И это не объяснить никакими объективными трендами. Большие процессы так не работают. Четверть населения колонии просто испарилась. Ну и куда делись заключенные? Они могли уехать только в одном направлении – на фронт, в штурмовую пехоту. Каждый четвертый сиделец отъехал воевать, чтобы спустя полгода оказаться на свободе с президентским помилованием. О чем все это говорит? О том, что мы можем порой радикально недооценивать масштабы и глубину общественных изменений за последние 1,5 года. По общему тону новостей последнего времени может показаться, что просто всех убийц повыпускали из тюрем. На свободу выходят фигуранты до предела резонансных дел. Подробности их преступлений леденят душу. От хорошей жизни и больших фронтовых успехов такого точно не бывает. Ну ок, можно выпустить зэков там тысячами, рассчитывая, что с теми сотнями, которые выживут в мясных штурмах, справятся имеющиеся силовики. Но выпускать десятки тысяч зэков, просто разрушить стены тюрем и влить обратно в общество самых опасных его представителей, это можно делать только в том случае, если никакого иного выхода нет вовсе. Вполне возможно, точно так же, как и прошлую тему, мы недооцениваем влияние войны на общественное мнение. Возможно, представление, что, мол, общество к войне привыкло, это то, что мы сами придумали и сами же в это поверили. Десятилетиями в России можно было жить, не вникая в политику. Кто там за главного, что там запретили, кого посадили, а кого отпустили. Это все было не вашего ума дело. Вас не касается, без вас разберутся. И ведь действительно разбирались. Руководство страны безо всякого участия гражданского общества само принимало законы, проводило олимпиады и чемпионаты, выборы и обнуления, торговало нефтью и платило пенсии с пособиями. Начинало войны и заканчивало. Все вроде было, норм. Можно было жить, не приходя в сознание. Так что 24 февраля 2022 года многие россияне даже и не поняли, что случилось. Война, что такого? Разбудите, когда наши победят. Все же нормально, рубль крепкий, бюджет набит деньгами, пособия платят вовремя. Первый серьезный дискомфорт россияне испытали только через полгода войны, когда дело дошло до мобилизации. Но инерция штука мощная. Так что, откупившись пресловутым 1%, общество продолжило игнорировать маленькое, почти неощутимое СВО. Однако в последнее время люди, похоже, стали улавливать звоночки. То рубль упадет, то курица подорожает, то соседа привезут без ног, то дрон прилетит, то марш на Москву, то private jet собьют над Тверской областью. Крымский мост взрывают по расписанию, Газпром в убытке. Тут народ и смекнул, что ему войну подвезли. Из-за войны политизируются даже те, кто был вне политики. Раньше легко было не иметь мнения, а теперь никак. Теперь тебя самого или твоего сына, отца или друга может задеть в любой момент. Да и иметь мнение теперь стало гораздо проще. Это раньше нужно было разбираться в куче разных вещей, а война все упрощает. Теперь остается один вопрос, и он определяет все. Ты за СВО и Путина или ты против? 1,5 года назад было гораздо легче кивнуть, мол, да, я не против. Понятно же, что никто граждан всерьез все равно спрашивать не будет. Понятно, что это ритуалы только. Но сейчас становится ясно, что это правда война.
Не как тогда, в 2008, а всерьез и надолго. Хуже чеченских, хуже Афгана. Такого у нас уже почти 80 лет не было. Сейчас, может быть, впервые за время войны народ задумался, а стоит ли кивать? И это видно по результатам независимых опросов. Впервые с начала войны число тех, кто считает, что хорош уже, пора переходить к мирным переговорам, превысило число тех, кто бы еще повоевал. А если людей спрашивают о второй волне мобилизации, то позитивные чувства от такой перспективы испытывают лишь 8%. 61% не в восторге. Это же все важные практические соображения в преддверии марта месяца. Не исключено, что мы с вами, слишком долго наблюдая за тем, как система получает удар за ударом, вроде как стоит, утратили объективность. Упустили из виду общую картину. Система начала войну, не смогла ее выиграть, но вроде научилась вести. Создала параллельную армию Пригожина, получила все неизбежные последствия, но смогла сначала отбрехаться, а потом грохнуть проблем. Продает нефть на кривой козе и с большим дисконтом, но продает же. И этих денег хватает, чтобы раздать всем и на все. Платить армии, завозить параллельный импорт, кормить олигархов, бюджетников и пенсионеров. А еще мы видим, что людей на войне пока хватает. И в какой-то обозримой перспективе власть вроде как может обойтись без мобилизации. Что система сильно сдала, но нащупала ногами дно и вполне твердо на нем стоит. Но вот вопрос. Если все так хорошо, то почему не удалось отстроить систему рекрутинга граждан на войну за огромные деньги? Если случилась ее войны нормализация, если предполагается, что это просто рискованная, но весьма высокооплачиваемая работа, то почему не получилось? Почему спустя 1,5 года общественное мнение начинает меняться? Вроде ничего особенно ужасного-то в последнее время не происходило. Вроде война уже давно часть жизни. Почему она до сих пор фактор, влияющий на ответы респондентов? Почему Владимир Путин за 4 месяца до дня голосования не обрадовал, наконец, народ своим выдвижением в качестве кандидата? Ну или хотя бы объявлением, что он вообще на выборы пойдет? Давно ведь пора запускать фестиваль народной любви и обожания. Давно пора пускать в бой все калибры пропаганды. Через 2-3 недели граждане перейдут в режим «давайте после праздников», и им станет не до президента. Или план как раз в этом? В том, чтобы национальный лидер переполз на новый срок под елочкой, когда у каждой кассы каждого супермаркета стоит пробка из набитых с горкой тележек? План в том, чтобы новость о предстоящих выборах, как и сами выборы, прошла никем не замеченной? Когда была объявлена рокировка с Медведевым? На съезде «Единой России» 24 сентября 2011 года. А тут уж скоро декабрь. И, видимо, ближайшая из возможных дат выдвижения 14 число. Предполагаемая прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией. Похоже, выдвижение единственного и неповторимого президента Российской Федерации – новость, которую нужно отложить на самый последний момент. А еще лучше вообще сказать на ушко только Элле Памфиловой. Так и чего это они так интересничают? Чего они такого о себе особенного знают, чего не знаем мы? Какие результаты закрытых соцопросов им там пришли, что главную политическую кампанию пытаются провести в режиме очередной спецоперации, проникнуть в Кремль под покровом ночи, снять часовых и закрепиться еще на 6 лет? Хотя, возможно, дело не в закрытых соцопросах. Очень может быть, что все факты уже перед нами, но мы, привыкшие к безумию, просто их не замечаем. Может быть, нам сложно понять, насколько в действительности граждане стали беднее, а жизнь их опаснее. И когда аполитичный человек узнает, что в его городе помилованный зэк изнасиловал ребенка или убил старушку, он реагирует на это не так, как мы. Может быть, те стрессы, которые пережила система, не прошли для нее бесследно? Может быть, от накопленной усталости она дает сбои? Может быть, пропаганда уже не так эффективна? Ведь пропаганда призывает только жечь и убивать, а люди-то все больше хотят мира. Если вы думаете, что у меня есть ответы на эти вопросы, то вы ошибаетесь, у меня их нет. Мысль совершенно в другом. Чем ближе день голосования, тем внимательнее нужно следить не только за тем, чтобы не впадать в такой wishful thinking, когда выдаешь желаемое за действительное. Но нам также нужно не впадать и в обратное, не воспринимать нашу систему более устойчивой и дееспособной, чем она есть на самом деле. Так сказать, по старой памяти. Пожалуй, стоит чуть больше верить своим глазам. Если какие-то данные говорят, что у власти проблемы, что каких-то тем она старается избегать,
Именно на эти темы мы должны говорить с избирателями. Вообще все свои действия в предстоящие месяцы мы должны строить, исходя не из предположений, но из данных, которые у нас есть. Да, безусловно, наша оптика политизированных людей, сильно искажена. Вопрос в том, в какую сторону. Первое предположение в позитивную. Легко думать, что мы ждем перемен, которых на горизонте не видно. Легко на таком фоне впасть в апатию. Но что если все маркеры перемен уже у нас под носом, но мы слишком привыкли к плохому и убедили себя, будто ничего хорошего быть не может? Что если непобедимость противника не более чем проекция перед нашим внутренним взором? Давайте подумаем об этом. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.